Американо-иранские переговоры в швейцарском Бюргенстоке фактически зашли в тупик. Стороны берут тайм-аут. Как на угрозы Трампа ответили в Тегеране и почему вопрос Ливана снова выходит на первый план. Сенатор от республиканской партии Линдси Грэм заявил, что если эта сделка провалится, президент Трамп захватит Ормузский пролив силой. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, вероятно, объявит об отставке в понедельник. Что стало причиной? В Севастополе вводят запрет на продажу топлива и отключают уличное освещение. Западную Европу накрыла экстремальная жара. Во Франции красный уровень опасности и сухой закон на несколько дней. Массовый сеанс йоги на Таймс-сквер собрал тысячи участников со всего мира. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Американо-иранские переговоры в швейцарском Бюргенстоке фактически зашли в тупик спустя несколько часов после начала. Сейчас стороны взяли паузу для внутренних консультаций. Делегация Тегерана приостановила активное участие в консультациях после резких заявлений Дональда Трампа. При этом закулисные контакты продолжаются, а посредники из Пакистана и Катара пытаются вернуть стороны за стол переговоров. Главной причиной срыва диалога стали слова Трампа в интервью Fox News. Президент Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон может взять Ормузский пролив под собственный контроль, если соглашение не будет достигнуто. Более того, он пригрозил иранской делегации возобновлением ударов по Ирану. Одновременно Трамп вновь обвинил Тегеран в поддержке Хезболлы и потребовал прекратить действия иранских союзников в Ливане. Государственное телевидение Ирана Press TV сообщило, что иранская делегация официально подала протест американской стороне и рассматривает варианты дальнейших действий. В Тегеране считают, что подобные заявления противоречат духу переговоров и подрывают доверие между сторонами. Несмотря на кризис, определенный прогресс все же был достигнут. Агентство ФАРС сообщило, что подготовлен проект временного механизма освобождения экспорта иранской нефти и нефтепродуктов от американских санкций. При этом Тегеран подчеркивает, что дальнейшее выполнение соглашения невозможно без урегулирования ситуации в Ливане. Именно Ливан неожиданно стал центральной темой встречи. По данным CNN, в повестку была экстренно добавлена отдельная сессия по ливанскому вопросу. Иран требует, чтобы Штаты добились прекращения израильских ударов. На этом фоне Джей Ди Венс демонстрировал осторожный оптимизм. Перед началом переговоров вице-президент заявил, что Вашингтон привержен достижению полного регионального прекращения огня и готов к фундаментальной перезагрузке отношений с Ираном. По данным американских СМИ, именно Венс сейчас является главным сторонником дипломатического решения внутри администрации Трампа. Особую роль вновь играет Пакистан. Именно пакистанские посредники помогли спасти переговорный процесс в апреле, когда после очередных заявлений Трампа иранская сторона уже собиралась выйти из диалога. Теперь Исламабад вновь пытается не допустить срыва переговоров. Катар также сохраняет ключевую роль. По данным катарских СМИ, Доха координирует контакты между делегациями и участвует в выработке технических решений по санкциям, судоходству и будущему ядерной программы. Именно катарские и пакистанские представители сейчас ведут наиболее интенсивные закулисные консультации. Таким образом, спустя несколько дней после подписания исторического меморандума, стороны вновь оказались на грани дипломатического срыва. Переговоры не прекращены, но к вечеру стало ясно. Путь к окончательному соглашению будет значительно сложнее, чем предполагалось еще сутки назад. Спикер парламента Ирана и руководитель делегации, участвующий в переговорах со Штатами, Мохаммад Багир Галибаф, ответил на угрозы главы Белого дома Дональда Трампа. Соответствующий пост был опубликован на его странице в соцсети X. Неужели они не задумываются, что если бы их угрозы имели какой-то результат, то они не оказались бы в сегодняшнем безвыходном положении? Мы ни во что не ставим угрозы американцев. Лучше бы они следили за своими заявлениями. Наши вооруженные силы готовы ответить им иным образом. О чем бы они ни говорили, действовать будем мы. Также официальные власти Тегерана заявили, что более широкие переговоры по вопросам безопасности и экономики с Соединенными Штатами не продвинутся вперед, пока не будет прекращена война в Ливане. Эти комментарии были сделаны на государственном телевидении Хоссейном Гурбанзаде, членом экономического комитета переговорной делегации Тегерана. Первый пункт заключается в том, что наиболее важным вопросом является выполнение статьи 13 Меморандума о взаимопонимании, а именно необходимая подготовка к обсуждению положений меморандума. Эта необходимая подготовка состояла из 5 пунктов. Статьи 1, 4, 5, 10 и 11. Статья 1 — это прекращение войны на всех фронтах. Статья 4 — снятие блокады. Статья 5 — возобновление работы пролива. Статья 10 — временное снятие санкций в отношении нефти и нефтепродуктов. Статья 11 — разблокировка замороженных активов Ирана. Что касается статьи 1, которая была важнейшей темой сегодняшних обсуждений как на двусторонних, так и на многосторонних встречах, и сейчас, когда идет основная сессия, то вопросу Ливана уделялось больше внимания, чем чему-либо еще.
Естественно, если в отношении Ливана, одного из главных фронтов, где должно быть объявлено о завершении войны, этого не произойдет, то последующие вопросы, безусловно, не будут обсуждаться. Это был главный тезис иранской делегации и лично главы делегации, доктора Галибафа. К счастью, благодаря предпринятым усилиям, с Божьей помощью мы увидим результаты этих усилий. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на ежегодном международном политическом саммите JNS в Иерусалиме в воскресенье, что Иран не будет обладать ядерным оружием, пока он находится на посту премьер-министра. И это независимо от того, чем завершатся переговоры, и будет ли Тегеран придерживаться соглашений. Нетаньяху также прокомментировал сообщение о напряженных отношениях с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, заявив, что, хотя два лидера не всегда сходятся во мнениях, они уважают суверенитет друг друга. Знаете, в Соединенных Штатах говорят, что президент Трамп делает все, что я прошу. А в Израиле говорят, что я делаю все, что он хочет. Но ни то, ни другое не соответствует действительности. Мы лидеры независимых и гордых стран. Мы отстаиваем свои интересы. Я отстаиваю интересы Израиля. И часто мы сходимся во мнениях, иногда нет, но мы уважаем суверенитет, лидерство и приверженность друг другу наших народов. Что бы ни случилось на переговорах, с соглашением или без него, я клянусь вам, что Иран, пока я являюсь премьер-министром, никогда не будет обладать ядерным оружием. Никогда. Пока я являюсь премьер-министром Израиля, я не позволю этому случиться. Дональд Трамп резко раскритиковал газету The New York Times после публикации материала, в котором утверждалось, что почти 4 месяца войны с Ираном не привели к существенным изменениям. Американский лидер назвал статью журналиста Нила Макфаркуара полностью ошибочной и заявил, что ее авторы игнорируют реальные последствия конфликта. Заголовок в коррумпированной и теряющей влияние The New York Times звучит так: «Что изменилось после почти 4 месяцев войны?» Аналитики говорят, не так уж много. Серьезно? Их армия разгромлена, их флот исчез, их военно-воздушные силы уничтожены, их пусковые установки, ракеты, беспилотники и производство всего этого почти уничтожены. 2 высших эшелона их руководства ликвидированы. Инфляция достигла 250%, экономика разрушена, солдатам не платят, Ормузский пролив открыт, нефть продолжает поступать на рынок, а фондовый рынок и занятость находятся на рекордно высоком уровне. Вот что изменилось. Вы коррумпированные и беспринципные трусы. И это еще не все. Президент Дональд Трамп. Сенатор от республиканской партии Линдси Грэм заявил, что если эта сделка провалится, президент Трамп захватит Ормузский пролив силой. Соединенные Штаты будут взимать плату со всех, кто проходит через него, чтобы оплатить операцию. А если Иран будет оспаривать контроль Штатов, то будет уничтожен. По его словам, Вашингтон также заставит страны Ближнего Востока, в частности, Саудовскую Аравию, присоединиться к соглашениям Авраама, то есть признать Израиль и установить с ним дипломатические отношения. Вот что, по моему мнению, будет дальше. Если эта сделка провалится, президент Трамп возьмет под контроль Ормузский пролив силой. Соединенные Штаты будут контролировать Ормузский пролив. Мы будем взимать плату со всех судов, проходящих через него, чтобы покрыть расходы на эту операцию. В 2026 году мы расширим Авраамово соглашение. Мы добьемся присоединения Саудовской Аравии к Авраамским соглашениям. И это станет крупнейшим изменением на Ближнем Востоке за последние 5000 лет. Если Иран попытается оспорить контроль Соединенных Штатов над Ормузским проливом, мы его уничтожим. Всем, кто меня слышит, если эти дипломатические усилия потерпят неудачу, президент Трамп возьмет под контроль Ормузский пролив. Мы будем им управлять. Мы также постараемся добиться присоединения Саудовской Аравии к Авраамовым соглашениям и урегулировать арабо-израильский конфликт в 2026 году. Если Иран продолжит атаковать Израиль и Ливан, новой политикой станет нанесение ударов по самому Ирану. Иранцам, если вы меня слышите, когда вы используете Хезболлу для атак на Израиль, я думаю, новая политика будет заключаться в том, что мы будем наносить удар по Ирану. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Цахал сохранит буферную зону безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется для предотвращения атак Хезболлы и обеспечения безопасности жителей северных израильских поселений. Премьер-министр подчеркнул, что Израиль не выведет войска, пока этого требуют текущие интересы безопасности, и обвинил Хезболлу в нарушениях перемирия, пообещав жесткие военные ответы. И я клянусь вам, граждане Израиля,
Государство Израиль не будет мимолетным эпизодом в истории нашего народа. Мы твердо стоим на своих жизненно важных интересах. Мы достигли огромных успехов, и мы не откажемся от них. Мы останемся в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется для защиты жителей Севера, которых мы ценим, и всех граждан государства. Как премьер-министр Израиля, я твердо настаиваю на этом, и ничто этого не изменит. Что касается Ирана, то какими бы ни были политические события, я не позволю Ирану вооружиться ядерным оружием. Пока я являюсь премьер-министром Израиля, этого не произойдет. Между тем, глава группировки Хезболла Наим Кассем заявил, что Израиль не останется в Ливане ни при каких обстоятельствах. Он отверг любые договоренности, которые связывают с требованием к боевикам сложить оружие. Подобные условия Кассем назвал унизительными и неприемлемыми. Израиль не останется в Ливане, даже если это приведет к росту преступлений. И мы будем защищаться. Любое прекращение огня под предлогом полного прекращения агрессии, мы уже взяли на себя обязательства, но мы не допустим никаких нарушений. Любое нарушение мы будем пресекать. С любым нарушением мы будем бороться, с любым нарушением мы будем поступать так, как сочтем нужным. Прекращение огня должно начаться с Израиля. Если израильский режим действительно примет и будет его соблюдать, сопротивление также пойдет по пути мира. Ливанскому правительству следует поучиться у Ирана в переговорах, поскольку Иран закрыл Ормузский пролив в поддержку Ливана. Вместо того, чтобы умалять врага, ливанскому правительству следует действовать самостоятельно, полагаясь на собственные возможности и на поддержку Ирана, которая даже включала закрытие Ормузского пролива в интересах Ливана. Публичная перепалка между Трампом и премьер-министром Италии Мелони продолжается. На этот раз президент Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон десятилетиями защищал страны НАТО, и в частности Италию, потратив на это триллионы долларов. Однако, по его словам, когда наступил конфликт в Иране, ни НАТО, ни Италии рядом не оказалось. После того, как были потрачены триллионы долларов на НАТО, Италия и ее премьер-министр даже не подумали о том, чтобы принять участие в противодействии Исламской Республике Иран и ее очень серьезной ядерной угрозе. На протяжении десятилетий мы защищаем их, но когда наступает момент испытания, их нет рядом, чтобы защитить нас и остальной мир. Нехорошо. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может уже в понедельник объявить о своей отставке, сообщают британские СМИ. По данным газеты Observer, глава правительства готовится представить график своего ухода после нескольких месяцев нарастающего давления внутри лейбористской партии. Ситуация резко обострилась после того, как его потенциальный соперник Энди Бернем получил место в парламенте и возможность официально бороться за лидерство в партии. По подсчетам Reuters, более 100 депутатов-лейбористов, около четверти парламентской фракции уже публично призвали Стармера уйти в отставку или объявить сроки своего ухода. Источники Observer утверждают, что премьер обсуждает свое политическое будущее с семьей в загородной резиденции Чекерс. При этом в британском правительстве настаивают, что Стармер по-прежнему сосредоточен на выполнении обязанностей главы Кабинета министров. Сообщается, что к мысли об уходе его могли подтолкнуть консультации с министрами, советниками, спонсорами партии и профсоюзными лидерами. Если отставка состоится, Великобритания получит уже 7-го премьер-министра за немногим более 10 лет. Беспрецедентную политическую текучесть для страны за последние почти 2 столетия. В Праге тысячи людей вышли на марш, чтобы выразить протест против запланированной чешским правительством реформы системы финансирования общественных СМИ, действующей уже несколько десятилетий. Критики утверждают, что эта реформа сокращает финансирование и открывает путь для политического вмешательства. Акция протеста состоялась за день до того, как сотрудники общественных вещателей, чешское телевидение и чешское радио запланировали начать забастовку в знак протеста против изменений в финансировании. Правительство утверждает, что большинство граждан не желает платить сборы, взимаемые из домохозяйств и предприятий, и заявляет, что вместо этого будет финансировать общественные вещательные компании из государственного бюджета. Критики считают, что это станет ударом по их независимости. Мы хотим сказать людям, которые нас поддерживают, что мы здесь ради них, и что мы рады, что теперь у нас есть ответственность перед ними, а не перед политиками, и что мы хотели бы, чтобы так продолжалось как можно дольше, то есть всегда, и мы хотим сказать им, что мы не сдадимся и будем защищать чешское телевидение и чешское радио, пока сможем. Я здесь, потому что СМИ, свободные СМИ, являются одним из столпов демократии и институтов. И мы не можем позволить правительству отнять это у нас. И это одна из самых важных вещей для нас, чтобы оставаться свободными. В Севастополе продажи топлива не будет 22 и 23 июня.
Также сокращают работу общественного транспорта и вводят ограничения для торговли и общепита. Запрещаются и любые массовые мероприятия. О принятых мерах сообщил назначенный Россией так называемый губернатор Михаил Развожаев после заседания оперативного штаба. По его словам, ограничения связаны с необходимостью введения усиления мер безопасности и перестройки логистики после украинских ударов. Топливо будет отпускаться только транспорту экстренных и специальных служб. Паромное сообщение временно остановят. Пассажирские катера продолжат перевозки. Торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты будут открыты до 20:00. Также в городе не будут включать уличное освещение. Горожан предупредили о возможных отключениях электроэнергии из-за перегрузки сетей и призвали жителей сократить потребление. Да как, будем ориентироваться по обстановке. Надо будет, пешочком походим. Но это ж не только проблема нашего конкретно города, это еще и как бы всего полуострова, да и южной части России. Поэтому как бы тут, что мы? Мы ж люди, мы ж приспособимся. Всего недостаточно, будем меньше ездить, пересядем на общественный транспорт, на велосипед, пешком. Вы к этому спокойно относитесь? Абсолютно. Ну, я более-менее спокойна, потому что я пенсионерка. И перед всеми этими событиями у меня как бы был случайно полный бак, я заправила. Езжу, редко, все обычно по району. Слава богу, район прекрасный, у нас там все рядышком под боком, поэтому как бы я более-менее спокойна. На Кубе скончался один из ключевых лидеров революции Рамиро Вальдес Менендес. О его смерти 21 июня сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель. Вальдесу было 94 года, и на родине его считали одним из главных героев кубинской революции. Он был одним из основателей движения 26 июля и принимал участие в штурме казарм Монкада в 1953 году, событии, ставшем отправной точкой революционной борьбы. Позже Вальдес вошел в число участников экспедиции на яхте «Гранма» и вместе с Фиделем и Раулем Кастро участвовал в свержении режима Фульхенсио Батисты в 1959 году. После победы революции он возглавил первую кубинскую спецслужбу и сыграл важную роль в создании системы государственной безопасности страны. В разные годы Вальдес занимал посты министра внутренних дел, вице-премьера и входил в руководство Коммунистической партии Кубы. Он оставался убежденным сторонником однопартийной системы и сохранял политическое влияние до последних лет жизни. За заслуги перед государством Вальдесу было присвоено звание Героя Республики Куба. После его смерти в живых остаются только два исторических команданта кубинской революции – Рауль Кастро и Гильермо Гарсия Фриас. В большинстве стран Западной Европы царит сильная жара. Наиболее сложная ситуация во Франции и Испании, где температура воздуха будет достигать и даже превышать плюс 40 градусов. В Германии вместе с жарой ожидают сильные грозы. В большей части страны температура приблизится к 38 градусам Цельсия. Местные метеорологи предупредили, сочетание жары и влажности может вызвать сильные грозы. Из-за экстремально высоких температур в Испании закрыли футбольные фан-зоны, а жителей просят как можно меньше бывать на улице. Я одета во все белое, потому что очень жарко. И ношу с собой свой маленький электрический вентилятор повсюду. Так жарко. Я сильно потею. Очень жарко. И я постоянно пью много воды. Определенно очень жарко, но я из Торонто, где летом тоже бывает довольно жарко. Просто дома немного влажнее, наверное, но, знаете, мы пьем много воды. Мы стараемся не перегреваться. К счастью, во многих местах есть кондиционеры, так что на самом деле очень приятно. Но, знаете, я обмахиваюсь веером и ищу тень. Жара действительно постоянно изматывает, не так ли? И в итоге начинаешь искать места, где можно немного отдохнуть в тени. Метеорологическая служба Великобритании продлила предупреждение об экстремальной жаре оранжевый уровень на понедельник и вторник. Резкий скачок температуры вызван движением массы горячего воздуха на север из Сахары, подпитываемой мощной системой высокого давления, известной как африканский антициклон. Метеорологи говорят, что эта система создает так называемый тепловой купол, удерживающий горячий воздух над Западной и Центральной Европой и позволяющий температуре расти день за днем. Во Франции 35 из 95 департаментов объявили красный уровень опасности из-за жары. Канцелярия премьер-министра Себастьяна Лекарню издала специальное распоряжение, касающееся всех официальных публичных уличных событий. Употребление спиртного в общественных местах оказалось под запретом, и действовать сухой закон будет, пока не спадет жара. Честно говоря, я думаю, что буду много времени проводить дома, прятаться в тени и, если получится, несколько раз поплавать. Бывает просто невыносимо на улице, организму нужно охладиться, поэтому я бы посоветовал пить много воды.
Это не должно продолжаться слишком долго. В парижском жилье практически невозможно жить, не так много зданий или сооружений, достаточно приспособленных для такой жары. И я также думаю, что мы не созданы для жизни здесь, в Париже, при температуре выше 39 градусов Цельсия. Поэтому я бы сказал, что нам следует посадить еще несколько деревьев, а потом попытаться найти дополнительные прохладные места. Есть такие маленькие распылители. Я думаю, это хорошо работает. Прохладительные напитки. И, конечно же, все будут искать убежище в магазинах, супермаркетах, где есть кондиционеры, где прохладно, все такое. Но, к сожалению, мы не можем разместить весь Париж в этих зданиях. Здорово, что людям разрешили купаться. Честно говоря, здорово, если все хорошо ладят, купаются, охлаждаются. Это очень хорошо. Тысячи любителей йоги собрались на Таймс-сквер в Нью-Йорке, чтобы отметить летнее солнцестояние и Международный день йоги. Центральная площадь Манхэттена на один день превратилась в огромную открытую студию, где занятия проходили с утра до вечера под руководством профессиональных инструкторов. Акция под названием «Йога разума над безумием» объединила жителей города и туристов, которые расстелили коврики прямо среди знаменитых рекламных экранов и оживленного городского движения. Организаторы предоставили участникам бесплатные коврики и провели серию открытых тренировок для всех желающих. По данным организаторов, ежегодное мероприятие на Таймс-сквер уже более 20 лет привлекает тысячи участников со всего мира. Международный день йоги отмечается 21 июня по инициативе Организации Объединенных Наций, которая учредила этот праздник в 2014 году. Йога зародилась в Индии и сегодня практикуется в десятках стран, объединяя миллионы людей независимо от возраста и уровня подготовки. В 2026 году массовые занятия и оздоровительные мероприятия прошли в разных уголках мира, собрав миллионы участников. Организаторы нью-йоркской акции заявили, что главная цель события – помочь людям найти спокойствие и внутренний баланс даже в самом шумном месте мегаполиса. Это доказанная наука, доказанная терапия для долголетия, спокойствия и здоровой жизни. Цель наша, если посмотреть на нее, жить как можно более здоровой, как можно более спокойной и в то же время продуктивной жизнью. Поэтому йога, по сути, предлагает осмысленную, здоровую и долгую жизнь. Йога — это дополнение к современной медицине. Мы говорим не об альтернативной медицине, а о дополнении к современной медицине. И это особенно хорошо для лечения хронических заболеваний, таких как диабет, гипертония, психические расстройства, даже рак, который пытаются лечить с помощью йоги. Это общая физическая форма от одного аспекта к другому. Так, если вы улучшаете здоровье сердца, вы улучшаете здоровье мозга, и именно этого мы и пытаемся добиться.